Наше любимое аниме «Боевой континент» закончилось, однако мы не спешим прощаться. Дело в том, что вышла полная версия финала, в которой есть новые моменты. Да, именно так, это называется режиссерская версия с добавленными сценами и переснятым материалом. Финальная битва была разделена на 3 серии, хотя первоначально обещали полнометражный анимационный фильм по «Боевому континенту». И по сути сейчас, после окончания аниме, создатели выпустили такую полную версию, объединив 3 эпизода в один фильм. Он был показан в Китае по телевидению, как прощание с этим легендарным аниме. Сколько длится эта версия финала и что там нового? До этого режиссер «Боевого континента» в прямой трансляции упомянул время в 120 минут. Напомню, что сам финал разделен на 3 серии по 30 минут, то есть вместе это 90 минут. Фанаты были в восторге, узнав, что вернут полчаса вырезанных событий. Возможно, если бы так и сделали, финал был бы не таким обрывистым и сжатым, как оригинальный. Можно только представить, что могли показать в этих дополнительных 30 минутах. Это столько новых интересных подробностей. Однако на деле все получилось иначе. Вместо обещанных 120 минут, режиссерская версия длилась всего 90 минут, но все-таки присутствуют новые сцены. А также несколько моментов исправили. Основная сюжетная линия не изменилась. Единственное изменение – это переработка 2 важных битв. Давайте подробнее рассмотрим эти изменения. Глядя на полную версию финала, можно увидеть 2 очевидных изменения. Во-первых, режиссер снова добавил духовные кольца 2 богов. В оригинальной финальной битве можно заметить, что ни Тансан, ни Тяньжэньсюэ ни разу не активировали свои кольца. И это кажется довольно странно, что заставило многих быть недовольными. И правда, Тансан имеет такие отличные кольца на 2 духах, почему их не продемонстрировать публике? Духи на боевом континенте – это основа любого мастера. Кольца и кости, духовные навыки – это уже является неотъемлемым символом боевого континента. Как можно было ни разу не показать кольца Тансана? Но теперь все в порядке. Видно, что во время решающей битвы между Тансаном и Тяньжэньсюэ на перевале Дзялин у них обоих сияли яркие духовные кольца, что было заметно всей армии. Увидев такие мощные духовные кольца, солдаты Небесной Империи приободрились. В целом, это изменение с добавлением колец к лучшему. По сюжету аниме, после смерти Дугабо, Бибидун неожиданно напала на Тансана и пронзила его грудь косой Ракшасы. Изменение в ремейке начинается отсюда. После того, как на Тансана напали, Танхао первым бросился вперед. Мы знаем, что духовная сила Танхао в настоящее время на 97 уровне. Логично, что мастер 97 ранга не может сравниться с богом, таким как Тяньжэньсюэ или Бибидун. И здесь второе важное изменение. Танхао взрывает все свои кольца, а не просто отбивает удар Бибидун как раньше. Танхао очень хорошо знал, что бог 100 ранга чрезвычайно силен, и чтобы спасти Тансана, он решил взорвать 9 своих колец за один раз. Стоит признать, Танхао снова поступил крайне героически. Поглощение силы 9 колец одновременно принесло бы огромную нагрузку на тело. Но Танхао был другим. Он использовал истинную форму молота чистого неба и молот Сумеру. С таким усилением он рванулся к Бибидун. Этот молот был настолько мощным, что даже отправил Бибидун, ставший богом, на несколько метров в воздух. На самом деле, что касается пропасти между человеческим мастером и богами, то это предел человеческого существа. Кроме Тансана, вероятно, только Танхао может достичь этого уровня. После этого Бибидун использовала божественный барьер, и Тансан с Танхао оба оказались в ловушке. Третий измененный сюжет здесь: с помощью титулованного меча и кости Танхао вывел Тансана из барьера. Хотя он был спасен, дядя Меч и Кости были убиты. Чтобы сразиться с Бибидун, Чен Синь активировал свой сильнейший меч 7 убийств, а Гурон выпустил своего последнего костяного дракона. В отличие от прошлой версии, они посмотрели перед смертью друг на друга, как бы попрощавшись. Потом они не просто исчезли. Меч Чен Синя был сломан, а дракон разлетелся на многочисленные костяные осколки. Эта версия на самом деле выглядит более драматично. Также немного изменили реакцию на смерть этих 2 титулованных. И наконец, последнее изменение не столь масштабное, но влияет в некоторой степени на восприятие сюжета. Великий мастер Сиаган перестал улыбаться после смерти Бибидун. В оригинальной финальной битве Сиаган действительно улыбнулся в сторону Лю Эрлон, но это неправильно. Почему? Основная причина в том, что согласно оригинальной книге, перед смертью Бибидун позвала Сиагана и рассказала о своем прошлом, о том, как с ней поступил ее учитель Цянь Цюньцзы и как ей пришлось расстаться с ним из-за этого. Ранее Сиаган и Бибидун были парой. Он не должен был радоваться, видя смерть Бибидун. Даже если это было из-за того, что война закончилась, Бибидун была рядом, ее смерть явно огорчила бы великого мастера. Теперь в новой версии он выглядит печальным.
Все эти изменения кажутся незначительными, но все же заметно влияют на сюжет и больше соответствуют оригинальной книге. Но как же хотелось бы увидеть все вырезанные моменты финальной битвы. Возможно, это когда-нибудь и покажут. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом ремейке, и какая измененная сцена лучше всего вписывается в сюжет. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.